9:45 утра. Москва. Около гостиницы «Космос». Вавилонское столпотворение автобусов и людей. Все покидают Москву. И мы тоже. Загадывали желания. Мы я же президент. По крайней мере, проехали Клин, Маус, проехали Тверь и доехали до Верхнего Волочка. Верхний Волочок — это русская Венеция, называли его. Мы приехали в Казанский женский монастырь. Он сейчас находится на реставрации. Но это монастырь, где был первый список Казанской иконы Божией Матери. А также икона настоящая Андрониковской Божией Матери без младенца. Ну, зайдем немножко посмотрим. Это 19 век уже. И очень известный архитектор построил. Вот этот собор. Это автор Третьяковской галереи построил. В принципе, даже хотели сделать этот монастырь первой женской журой. Колокольня тоже очень красивая. И вроде как пускают в собор. Единственный в Тверской области. И вот посмотрите, вот она, единая фасада. Вот они, купеческие особняки. Ну, таким Вышний Волочок был во второй половине 19 столетия. Это исторический центр. Здесь же сердце города, средоточие, да, торговля располагалась. С правой стороны это гостиные ряды. Причем их изначально в конце 19-го, но это, в смысле, в конце 18-го, в середине 19 столетия, смотрите, правое крыло, дальше часовня, памятник отцам-основателя города, а слева вот мы едем вдоль этой Вышневолодской водной системы. Ну, мы еще это увидим, пройдем здесь. Ну, какие-то деньги стали выделять сейчас, как-то немножко стали это вот сейчас. Пройдемся, ну так, морозиться не будем, поэтому я вкратце расскажу основные такие сведения. Центральная площадь Вышнего Волочка, а это гостиный двор. 18 век, но в плачевном состоянии, находится на реконструкции. И вот это Богоявленский собор, главный собор города. Центральный парк. Окружает старинный ветер. Здесь памятный знак, на котором изображен герб города. И вот кто-то там еще маленький такой стоит. Кто это? Художник. Волчонок, собака. Вот Богоявленский собор с этой стороны. И здесь везде вода. Потому что это северная российская Венеция. Волочок, Волок здесь был. Здесь был водный путь из Санкт-Петербурга в Москву. Здесь переволакивали суда, а потом построили каналы. Начали голландцы, а закончили наши русские. Эта улица называется Вончаковская. В честь губернатора, который наконец-то занялся городом Вышний Волочок. Он сделал гранитные набережные, провел водопровод. И, собственно говоря, 3 срока он здесь правил. А вот это угловое здание. Были здесь Рябушинские, здесь был банк, а потом здесь была консерватория. Здесь учился Муслим Магомаев. И вот эта улица, которая идет вон туда,
Это улица Муслима Магомаева. Вот такой Вышний Волочок. Как и в любом старинном русском городе, вот куда ни посмотришь, где-нибудь обязательно в конце улицы купола церковные. Вон там. Похоже, это Казанский монастырь, где мы уже были. С этой стороны Богоявленский. Город был очень богатый в свое время, до того, как построили железную дорогу. Находится ровно посередине между Москвой и Санкт-Петербургом. И вот другая сторона этого парка. Здесь мы проезжали. И здесь находится памятник Екатерине. Где-то сносят, а где-то ставят. А это театр. Вот такая инсталляция. И памятник. И елка. Это памятник художнику Венециану, который первый начал изображать в живописи, ну, такую бытовую простую жизнь. Вот эти каналы. Там целая сеть этих каналов. Мы идем по мосту. И мы на острове. И со всех сторон нас окружает вода. Здесь шли барки. Небольшие, двухметровые, но их было очень-очень-очень много. Ну, а это, конечно же, пожарная часть. Именно поэтому нельзя было строить дома выше 2-3 этажей, чтобы было видно с пожарной части, где горит. Кабинет истории. Кто-то мне говорил из местных. Путевой дворец Екатерины II. Вообще с той стороны, И горсад, где сейчас идет благоустройство. Так он с этой стороны выглядит. Путевой дворец. Тут уже похоже на дворец. И вот там была дорога, как раз по которой ехали в Санкт-Петербург или в Москву. И вот здесь съезд с дороги, мост, съезд с дороги. И вот это место называлось Дворцовая площадь. Ну и все. Когда провели железную дорогу, дворцы стали не нужны. Здесь было училище кондукторов. Вот с этой стороны канал, гостиный двор, остров такой. И с той стороны канал. Дрова. Церковь зимняя, топится дровами. И вот этот собор. Сейчас зайдем, посмотрим. Это дочка Михаила Сердюкова вышла за одного из Кропивницких. Это довольно известный дворянский род. И вот один из них, уже внук Сердюкова, был статс-секретарем, то есть личным секретарем Екатерины II. Слева вот это такая дворянская улица. Здесь же здание почты. Причем здание почты действует до сих пор. Оно было здесь еще в 19 веке. И Михаил Илларионович Кутузов, ну, сейчас вот направо, вот отсюда и выезжали тогда. Вот он, дворец за спиной, да, у нас с вами. Да. С левой стороны, посмотрите, почта, банк и здание почты. Видите, в нижнем этаже? Да. Здесь всегда была почта. Почтовый Ямской двор, конюшни были. И вот здесь Михаил Илларионович Кутузов, его здесь настиг курьер и передал, что он назначен
главнокомандующим. С левой стороны это дом Марфы Неручьевой. Красивейший особняк с полукруглым залом, но сейчас он также на реставрации, выбитые стекла. Один из красивейших особняков Вышнего Волочка. Его считали, этот дворец, одно время считали путевым дворцом императрицы. Если кто не запутался, из реки Тверцы по каналам попадали в Цну, по Цне плыли озером Стено, такое там есть. Дальше по нему река Мста, она впадает в озеро Ильмень. Озеро Ильмень, из него вытекает река Волхов. По ней попадали в Ладожское озеро. Через Ладогу переплывали, и река Нева, по реке Неве уже попадали в Санкт-Петербург. А дальше эти барки, их разбирали, они же были деревянные, и продавали на дрова, ну или на стройматериалы. То есть такое безотходное производство. Прибыли в Старую Руссу поздно. Успели поужинать. Ну, разве мы будем спать в новом городе? Мы пойдем гулять и смотреть новогоднюю иллюминацию. Гостиница у нас совсем рядом с центром, по такой тихой улочке с тихими домами. Идем туда, где светится. И вот она, Соборная площадь с башней. Мы пока ничего не знаем. У нас будет экскурсия завтра. Единственное, что нам немножко рассказали про город, который для меня вот прямо-таки открытие. Я ничего не знала про город Старая Русса. Оказывается, он раньше назывался просто город Русса, в честь Русса, внука Ноя, сына Скифа. И, собственно говоря, Старой Руссой он стал при Иване Грозном. А еще здесь варили соль, потому что здесь соляные источники. А потом их изучили и выяснилось, что они очень-очень лечебные. И здесь была водолечебница императорская. И фонтан с этой минеральной водой до сих пор бьет на 150 метров. А еще здесь отдыхал и купил квартиру, дом Федор Достоевский. И здесь он написал «Братьев Карамазовых». Ну вот, собственно говоря, все пока, что я знаю про этот город. Вот горка ледяная, домики старинные, в хорошем состоянии, елка, башня. Сувениры не работают. Но это мы еще завтра здесь будем с экскурсией. Пойдем в музей. И собор с колокольней. Памятник. Ой. Ага. Похож на Маяковского. Маяковский-то вряд ли здесь. Тут Достоевский должен быть. Ну, сейчас посмотрим. Ну, а памятник, скорее всего, Ленину. Мы так решили. Посмотрим еще днем. Здесь какая-то река. И написано «Соль земли русской». Соль Старой Руссы самая вкусная была. За ней специально сюда иностранцы приезжали. 14, 15, 16 века. Вот она поближе. Тут берега обсажены такими деревьями. Явно старинными. И дальше идет такая набережная. И двухэтажные домики. И вот такие граффити на домах в Старой Руссе. А местных жителей, кстати, называют рушаны. Рушане. И вот такая пешеходная улица, местный Арбат. Воскресенская улица украшена. Народу мало. Мы не забываем, что у нас все еще 2 января. Еще одна набережная. Вот так украсили фонтан. И вот это пешеходная улица.